Линейка электрокроссоверов Porsche пополнилась двумя моделями – базовым заднеприводным Macan EV и более мощным полноприводным Macan 4S. Эти автомобили сохраняют характерную для Porsche динамику, но теперь предлагают экологически чистую мобильность. Для любителей бездорожья доступен опциональный пакет, повышающий проходимость Macan. Итак, базовая силовая установка Macan EV – это один электродвигатель, установленный сзади, который может выдавать до 355 лошадиных сил при активации функции Overboost. В противном случае он выдает 335 лошадиных сил на задние колеса, а крутящий максимальный момент составляет 563 ньютон-метра. По словам Porsche, этот электродвигатель может разогнать внедорожник до 100 км в час за 5,7 секунды и развивает максимальную скорость 220 км в час. Модели 4, 4S и Turbo оснащены полным приводом благодаря электродвигателю на каждой оси. Двигатель на передней оси поставлен компанией Bosch, а более мощный двигатель на задней оси разработала компания Porsche самостоятельно. В то время как Macan 4 выдает максимум 402 лошадиные силы, 4S выдает 448, а Turbo повышает ставку до 630 лошадей. Четверка разгоняется до первой сотни за 4,7 секунды и развивает максимальную заявленную скорость 220 км в час. 4S разгоняется за 3,9 секунд и развивает скорость до 240 км в час. А показатели турбо составляют 2,9 секунды время разгона и максимальная скорость 260 км в час. Все модели оснащены пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами, а 4S и Turbo могут быть оснащены системой векторизации крутящего момента. По сути, это электронно управляемый дифференциал на задней оси, который помогает сделать кроссовер более маневренным на извилистой дороге. Управление задними колесами также опция для электрического Macan. Электромакан использует аккумулятор емкостью 100 кВт-часа и поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 270 кВт. Это позволяет аккумулятору заряжаться с 10 до 80% примерно за 21 минуту, сообщает Porsche. Хотя базовый Macan использует 800-вольтовую архитектуру для достижения таких скоростей зарядки, он также обладает новой функцией, которая по существу разделяет аккумулятор на два 400-вольтовых блока при подключении к 400-вольтовому зарядному устройству, позволяющему заряжать со скоростью до 135 кВт. Электрокроссовер также может заряжаться переменным током мощностью до 11 кВт. Отказавшись от полного привода, базовая модель на 110 кг легче Macan 4 и, следовательно, требует меньше электроэнергии для движения. Это приводит к комбинированному запасу хода до 641 км. При этом полноприводный Macan 4 имеет комбинированный запас хода до 624 км, 4S до 619 км и Turbo до 616 км. Новинка имеет следующие габариты. Длина 4784 мм, ширина 1983, высота 1623 при колесной базе 2893 мм. Максимальный дорожный просвет от 185 до 225 мм. Масса 2405 кг. Колесные диски на 20 дюймов. Кроме того, автомобиль провел много часов в аэродинамической трубе, где производитель уделял особое внимание оптимизации кузова и подвижным аэродинамическим элементам, активному заднему спойлеру, жалюзи в передней части, специальным компонентам в районе днища. В результате инженерам удалось достичь низкого коэффициента аэродинамического сопротивления – 0,25. Дизайн электрокара схож с Macan с двигателем внутреннего сгорания, хотя некоторые черты здесь от Taycan и Cayenne Coupe. Передняя оптика теперь двухъярусная, сверху стоят четырехсегментные ходовые огни, под ними основные фары, которые за доплату можно заменить матричными. Значительно более плавная линия крыши предоставляет новому Macan профиль, напоминающий купе, что, как утверждается, улучшает аэродинамику и увеличивает запас хода. Сзади выраженные задние части и общий широкий профиль добавляют визуальную мускулатуру. Новый цвет кузова, сланцево-серый Neo, доступен для всех моделей Macan. Porsche также предлагает двухцветный дизайн. Передний бампер, боковые юбки, диффузорные панели и рейлинги на крыше
могут быть окрашены либо в цвет кузова, либо в Везувий Грей. Также предлагаются соответствующие 21-дюймовые диски внедорожного цветового дизайна Везувий Грей. Рейлинги на крыше можно заказать в черном и серебристом цвете. Новый пакет дизайна для бездорожья опционально доступен для всех моделей, что еще больше повышает удобство повседневного использования Macan. Неровные грунтовые дороги и особенно крутые подъемы и спуски теперь можно преодолеть еще легче, чем раньше. Измененная геометрия переднего бампера увеличила угол въезда до 17,4 градуса. Для Macan, Macan 4 и Macan 4S также доступен бампер для бездорожья со вставкой в цвете Везувий Грей. Угол въезда увеличивается, как в пакете Off-Road Design. Электрический Macan оснащен 12,6-дюймовой цифровой приборной панелью, 10,9-дюймовым центральным сенсорным экраном и опциональным 10,9-дюймовым дисплеем для пассажира. Проекционный дисплей также использует дополненную реальность. Цифровой кокпит Porsche Driver Experience был обновлен новой графикой и анимацией. Новое приложение TEM позволяет водителям настраивать фоновый цвет дисплеев и окружающее освещение в соответствии с внешним оттенком автомобиля. Информационно-развлекательная система совместима с Apple CarPlay и Android Auto и оснащена голосовым помощником, активируемым произношением «Привет, Porsche». В интерьере использованы переработанные материалы, включая коврики из регенерированного нейлона. Передние сиденья с 14-позиционной электрорегулировкой и функцией памяти. Они также подогреваются и обтянуты стандартной черной кожей. Конечно, вариантов отделки салона достаточно. Porsche предлагает 8 разных цветов и 4 разных пакета акцентов для интерьера Macan. Модели Turbo получают расширенный пакет кожаной отделки с контрастной строчкой в салоне, выполненном в фирменном оттенке серого цвета. Впереди есть 2 порта USB-C для зарядки, а умная беспроводная зарядка Porsche для смартфонов размещена в охлаждаемом отсеке, который не дает телефонам нагреваться во время зарядки. Объем багажника в Macan составляет 540 литров. При сложенных спинках задних сидений 1136 литров, еще 84 литра дает небольшой отсек под капотом. Автомобили Macan оснащены комплексным набором систем активной безопасности и усовершенствованной системой помощи водителю. Стандартными для всей линейки являются автономные экстренное торможение и функции обнаружения пешеходов, помощь при проезде перекрестков, распознавание дорожных знаков, помощь при изменении полосы движения, а также помощь при удержании полосы с функцией экстренной остановки и адаптивный круиз-контроль. Также есть функции мониторинга слепых зон, предупреждения о перекрестном движении сзади, предупреждения о выходе из автомобиля и контроля внимания водителя. Новый электрический Macan уже доступен для заказа, но модель с задним приводом и Macan 4S прибудут к покупателям в последнем квартале этого года. Заднеприводный электро-Macan стартует от $77 300. Модель Macan 4 от $81 000, 4S от $86 900, а Macan Turbo Electric от $105 300, потенциально превышая $150 000 с опциями. Введение электрического кроссовера Macan на рынок знаменует собой важный шаг для компании Porsche на пути к электрификации. Этот автомобиль, сохраняя узнаваемый стиль и динамику, присущие бренду, предлагает современным водителям не только экологичное решение, но и захватывающий опыт вождения. Сочетание передовых технологий, высокой производительности и комфорта делает Macan EV привлекательным вариантом для тех, кто ценит инновации и не готов идти на компромиссы в вопросах качества и стиля. Porsche с уверенностью движется в будущее, предлагая своим клиентам лучшее из мира электрических автомобилей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Ваша поддержка очень важна для нас, и она помогает нам делать контент еще лучше. До новых встреч на канале.